Два мотоциклиста проснулись где-то в горах Хорватии. Ночью они добрались сюда по неизвестным тропам. В полной темноте, среди леса и тишины, которая пугала сильнее любого зверя. Но с первыми лучами солнца страх исчез. Впереди их ждали новые дороги, новые приключения. И еще одна глава этого путешествия. Для меня Хорватия занимает особое место на карте мира. Я бесконечно люблю эту страну за ее горные пейзажи, бескрайнее Адриатическое море и потрясающие серпантины, которые словно созданы для мотоциклистов. Но больше всего здесь запоминаются люди, открытые, доброжелательные и всегда готовые помочь. Я путешествую по Хорватии уже не в первый раз, но каждый новый приезд ощущается так, будто я открываю ее заново. И в этом, наверное, ее особенность. Сегодня наш путь лежит в Дубровник, легендарный город-крепость, где снималась знаменитая Королевская гавань из «Игры престолов». И совсем скоро эти древние стены появятся перед нами не на экране, а в реальности. Остановились, в общем, здесь на пожрать. English, Germany maybe? English, okay, then do cancel. Do you have cappuccino? And something to eat too? Это раз. Короче, вот такую штучку я возьму один, мне было бы неплохо. Но, ну здесь дальше, я не знаю, что это что-то крутое. По-любому. Это какой-то круассан туда-сюда. Главное вообще в любом мотопутешествии это хорошо пожрать. В данном случае у нас завтрак, капучино и какой-то там типа круассан туда-сюда. А мотоциклы вон там стоят и красиво же, есть романтично. Ай, лапочки. Вообще трасса здесь шикарная. Единственное, что мешает, вот этой машины же есть, более-менее так разогнаться, чтобы более, так скажем, повороты. Мы где находимся, интересно? Наша точка здесь, по-моему, вот она, да. Наш пункт Брелла. И мы едем вот так вдоль всего побережья до Дубровника, а дальше уже Монтенегро. Иногда так бывает, что даже для мотоциклиста штау, то есть пробка. Здесь уже никак. Стоим, думаем, а жизни молодой. И вот он, Дубровник, легендарный город-крепость с тысячелетней историей. Узкие улочки, старые стены и бесконечный поток туристов делают его тесным даже для мотоциклистов. Но именно в этом и заключается его особый шарм. Вообще запускать дрон здесь было нельзя. Даже на пульт управления приходили предупреждения о запрете полетов. Но устоять перед соблазном увидеть Дубровник с высоты птичьего полета было невероятно сложно.
Заехали мы в Дубровник, город, где снимали «Игру престолов». Решили здесь фото сделать. Все такое. Сейчас погуляем по нему и дальше уже в Монтенегро дойдем. Хотя надо пожрать чего еще. История Дубровника начинается более 1000 лет назад. За это время небольшой прибрежный город превратился в одну из самых богатых и влиятельных морских республик – Адриатики. Благодаря торговле и умелой дипломатии он смог сохранить свою независимость на протяжении многих столетий. Город пережил войны, землетрясения и осады, но сумел сохранить свое историческое наследие. Сегодня Дубровник входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и по праву считается одной из главных жемчужин Адриатики. Все, мы покидаем эту шляпу, потому что это шляпа. Мы байкеры. Мы байкеры, а не эти туристы городов. Так, зашли, посмотрели, морды покрутили, себя показали. И хватит, блин. Я просто устал и запарился. Так, заказали пиццу. Он и я вместе, тунфиш пицца. То есть тунец. Так как проголодались, там в Дубровнике цены были термоядерные. Выехали чуть подальше. Здесь они нормальные цены. Не кусаются. Так, мы так посчитали по времени. Вообще, по идее, до 30, у нас 30 числа только паром. И поэтому, то есть 30 с Албании, поэтому у нас сегодня 20, у нас 5 дней. Мы можем сегодня начать Монтенегро. Братан, думаю, лучше всего поступить так. Сейчас проедем запланированный участок примерно в 150 километров, после чего отправимся к побережью Черногории. Найдем какой-нибудь кемпинг, немного отдохнем, искупаемся в Адриатическом море и наберемся сил перед следующими днями путешествия. А уже с завтрашнего дня начнем наше полноценное путешествие по Черногории в сторону национального парка Дурмитор. После этого выйдем на ТЭТ-маршрут и продолжим путь через горы в Албанию. И вот мы подъезжаем к границе Черногории. Стоит сказать, что все наше путешествие было привязано к датам. Заранее были куплены билеты на паром из Албании. Именно поэтому нам приходилось не раз корректировать маршрут прямо в пути, чтобы успеть к отправлению. Снимать прохождение таможни я не стал. Сотрудники пограничной службы обычно не очень любят, когда их снимают на камеру, поэтому на этот раз я ее выключил. У меня прям такое чувство, что я в Россию попал. Здесь такой бардак на дороге. Эй, соколе, лети високо, преко гора, преко мора. Вjetар носи stare priče, put nas vodi sve do zore. Hej, hej, preko gora, hej, hej, preko mora. Ситуация выглядит так. Мы остановились на кемпинг-плаце, на кемпинг-зоне. 15 евро за человека. Обошлось нам в целом неплохое место. Тихое, спокойное. Там на этом побережье, ближе к городам,
там, честно говоря, очень суетливо и шумно. И 2 очень забитые пляжа. А здесь вообще тишина, здесь никого нет. И как бы можно спокойно даже поплавать. Романтика. Такой маленький и удобная кемпинг-зона. Вообще основная причина, почему мы сняли кемпинг-зону, это чтобы можно было душ принять. Ну и вещи я, допустим, постирал тоже. Это основная причина, по которой вообще кемпинг-зону можно снимать и нужно. Хотя я нашел, в принципе, в этом недалеко здесь есть место, где можно было и по-дикому заночевать, и никаких проблем не было. Тоже на оффроуде, там по бездорожью как-то выехать, там вообще проблем не было. Люди уже там ночевали, есть такое приложение в Park for Night, и там многие отписываются, кто где ночевал. И, конечно, это нелегально, ну, как минимум в Евросоюзе нелегально, а Монтенегро это уже не Евросоюз, здесь, возможно, даже это легально. Еще что хотел сказать насчет интернета. Здесь, к сожалению, европейская сим-карта не работает. У меня в роуминге там сколько там, 0,2 цента за мегабайт. Ну, не суть. Сам факт, где-то около 22 евро выходит за гигабайт. Поэтому мы решили местную сим-карту взять. Сим-карта местная здесь 20 евро 1 терабайт данных. Может, здесь поменьше, надо посмотреть. Но в любом случае на заправках они продаются. Это уже вы знали. Посмотри, еще даже рекламки везде висят. Так что если мы тут мы тут в любом случае на 2 дня задержались. Поэтому по-любому купим. Чтобы можно было сторис хотя бы постить в Инстаграм. Наше утро. Мы собрались уже полностью. И сейчас намереваемся покидать наш кемпинг-плац. Ехать будем в сторону запада, востока. Потом уже посмотрим, что да как. Ну, в любом случае, сегодня планируем доехать до парка, национального парка Дурмитор. Поедем. По пути мы подъехали к какому-то старому городу или крепости. На Google картах это место было отмечено как «Врата в море». Конечно, желание прогуляться и посмотреть все поближе было, но стоило взглянуть на бесконечные ступеньки, уходящие высоко в гору, как энтузиазма заметно поубавилось. В этот день дорога манила нас гораздо сильнее, поэтому мы решили не задерживаться и продолжить путь. Брат, ты как? Все нормально? Ничего не сломал? Подожди, сейчас помогу. Братан, ну все, благодаря тебе у нас теперь контент есть. Сумка немного порвалась, пластик чуть-чуть поцарапала, но это все ерунда. В общем, отделались легким испугом. Кстати, сумки от Райна Волк отлично отработали. Приняли удар на себя и здорово смягчили падение. Братан, я как раз снимал в этот момент, как ты завалился. Давай, показывай куртку, штаны, шлем. Отлично. Ничего не пробито, ничего не пострадало. Значит, едем дальше.
Alles gut. Вот так вот мы катаемся и вот так вот падаем. Я здесь передним колесом почувствовал уже, что меня чуть-чуть это колбасит, короче. Ухожу я в занос, но тот, кто сзади ехал, своему напарнику это передать не смог информацию. И он шандарахнулся. Мы остановились тут в такой интересной точке. И я вот такую монетку купил на память. 3 евро стоит. Я, кстати, в Португалии такую монетку уже брал. Вот, спрайт попьем. Чтобы вон туда спуститься на террасу с хорошим видом туда-сюда, мы должны были что-то купить. Скажи, was hast du bezahlt? 8 Euro haben wir bezahlt. Eigentlich wir haben nicht für, то есть мы не за Getränke в действительности заплатили, а вот за этот вид. Потому что, чтобы сюда спуститься, надо обязательно что-то купить. Итак, мы добрались до еще одной интересной смотровой точки, откуда открывается потрясающий вид на Котор. Сам город мы так и не посетили. Но если честно, вид с этих гор впечатляет куда больше, чем прогулка по его узким улочкам. А серпантины здесь просто великолепны. Ехать по ним одно удовольствие. Правда, местами асфальт оказался довольно скользким. Так что расслабляться точно не стоит. Итак, ехали мы дальше. Where's the reception? Reception? Do you have free place? Yeah, a sleeping tent. Yeah, 1 tent and 2 person with 2 bikes. Okay, maybe there. Can I ask you how much? 6 euro per person, 3 euro one tent и 2 euro motorbike. Oh, perfect, okay.
Прошел этот день. По километражу не так много, но вполне эмоционально. Много чего видели, много что снимали. Но в целом остались довольны. И, конечно, там спина болит, рука болит, что-то там болит, потому что он упал так неудачно. Ну, удачно, кстати, хорошо не в бетон въехал. Но в целом неплохо, Сейчас мы находимся в национальном парке Дурмитор или Думитор, неважно, Жаблак какой-то город. И отсюда у нас стартовая точка, и мы сделаем круг через этот национальный парк. То есть завтра у нас тоже много чего поснимать получится и, разумеется, поездить. А потом выйдем на TET-маршрут. Надеюсь, завтра мы уже как-то, не знаю, хотя бы к границе Албании подъедем уже. Надеюсь, как получится, посмотрим. Так что мы сейчас купаться, полазить в гаджетах, в телефонах. Ну и дальше спать, наверное. Уже завтра с утра. Кушать мы, кстати, покушали, так что завтра с утра можно просто встать, собраться и поехать.